Если ты ощущаешь, что серость бытия окутывает тебя своим мраком, если краски жизни потускнели, а смысл ускользнул из твоих рук, то я призываю тебя остановиться и досмотреть мое видео. В нем я постараюсь помочь тебе разобраться в себе через символизм художественного искусства. Я создам для тебя картину намерения, которая станет манифестацией твоего пути к новым измерениям восприятия мира, к осознанности. Позволь мне провести тебя сквозь лабиринты души и помочь тебе открыть для себя новые горизонты сознания. В серой ткани повседневности затерялась истинная красота, словно одинокая поляна цветов в бесконечно мертвой пустыне. Люди бродят по этому миру, ощущая, как что-то ускользает из их рук, что-то важное, что-то, что придает жизни смысл. Они стали чужими себе и друг другу, словно заблудившиеся в лабиринте безысходности, искавшие выход, но не нашедшие его. Пустота затягивает их, словно черная дыра, поглощающая все вокруг. Угасают цвета эмоций. Впечатления становятся серыми и однообразными, словно картина, лишенная ярких красок. Смысл жизни кажется утраченным, как потерянный ключ от запертой двери. Однако в этой нарушенной гармонии можно найти истинное сокровище. Метафорическое рисование становится способом обрести смысл, найти новые краски жизни. Через творчество, через восприятие мира как произведение искусства можно обрести осознанность и увидеть красоту в простых вещах. Как художник, переносящий серые тона на холст, мы можем преобразить обыденность, придать ей новый смысл и открыть для себя новые грани жизни. Серый цвет кожи – символ ощущения пустоты жизни. Навевает мысли о том, что наша сущность иногда становится блеклой и лишенной ярких эмоций. Он отражает монотонность бытия, отсутствие внутреннего света, искаженную гармонию. Этот цвет кожи на нашей картине становится зеркалом души, утрачивающей свою живость и энергию. Души, индивидуальность которой сменяется ощущением бесполезности. Женщина на картине словно пленник безразличия и апатии, погруженный в мир серых будней, не пойми куда несущегося бытия. Этим цветом мы напоминаем себе обратить внимание на наш внутренний мир, который может быть источником глубокого страдания, сложных эмоциональных состояний и потери смысла. Пустыня в нашей голове тянется бескрайне. Огромные просторы дюн, покрытые пыльным желтым песком. Этот цвет словно проникает в самые глубины души, отражая ощущение пустоты и одиночества. Тускло-желтый, как цвет засухи, символизирует отсутствие жизни и плодородия, словно зеркало, отражающее бесконечные просторы безжизненной пустоты. В этой бескрайней желтой пустоте в нашей голове, где ничто не растет и ничто не цветет, человек ощущает себя маленьким и беспомощным перед бесконечностью времени и пространства. Одиночество здесь словно становится его единственным спутником, а пустота – единственным убежищем. Мой дорогой зритель, и все же, нет ничего безысходного в этой жизни. Раз уж ты слушаешь меня сейчас, а тем более если тебя и ранее привлекали темы самопознания, духовности, арт-терапии и метафорического рисования,
Это значит, что в тебе уже идет процесс взращивания осознанности. Нужно всего лишь продолжать этот путь. Возможно, тебе стоит обратить внимание на практики медитации, чтение мудрых книг и общение с единомышленниками. Помни, что каждый шаг в этом направлении приближает тебя к гармонии с собой и миром вокруг. Дополнит арсенал полезных техник на пути к осознанности и метафорическое рисование. Оно может помочь тебе восстановить потерянные краски и наделить жизнь своим смыслом. Оно позволяет выразить наши эмоции и переживания через образы и символы, создавая своего рода магический мост между нашим внутренним миром и внешней реальностью. Подобно волшебнику, использующему палочку и заклинания, кистью и красками, мы можем преобразить наши внутренние боли и страдания в изображения, которые несут в себе глубокий смысл и помогают нам понять и принять наши чувства. В этом процессе мы можем обнаружить новые оттенки и нюансы, которые ранее были скрыты от нашего взгляда. Если посмотришь видео в подсказке и нарисуешь такую картину, то сможешь получить дополнительный приток энергии от проживания эмоций радости, которые зачастую заблокированы в нас. Наш путь к осознанности ведет нас вглубь наших мыслей, в эти самые дюны безысходности. Только внутри себя мы способны найти исцеление от наших недугов. Коричневые горы, возвышающиеся перед нами словно стены, символизируют преграды на пути к осознанию внутреннего мира. Их могучие склоны, пропитанные неопределенностью и таинственностью, отражают сложность и запутанность пути к самопознанию. Каждый уступ, каждый утес таит в себе наши страхи преодоления препятствий, застывших перед нами, как неразгаданные загадки на пути к сокровищу. Темные оттенки коричневых гор, словно закутанные в пелены тайны, напоминают нам о том, что путь к осознанию самого себя не всегда ясен и прям. Он полон изгибов и переплетений, скрытых от глаз посторонних. Величественные вершины гор напоминают нам о том, что каждая преграда на пути к осознанности требует силы и решимости для преодоления. Коричневый глубоко пропитан символикой Земли, указывая на необходимость укоренения и устойчивости в процессе самопознания, напоминая о важности быть твердыми в своих убеждениях и стремлениях, а также настойчивыми в разгадывании загадок собственной души. Лишь тот, кто смело вступит на этот путь, сможет постичь тайны, скрытые за мрачными бурыми склонами, и обрести истинное понимание своего внутреннего мира. Небо, начавшее свой путь в нежном голубом оттенке, плавно переходит к глубокому синему, символизируя обретение нами духовной зрелости на пути преодоления внутренних преград. По мере продвижения вглубь себя оно становится еще более темным, символизируя наше стремление к глубокой внутренней осознанности. Этот переход от голубого к синему и темному цвету неба становится метафорой нашего духовного развития, которое одновременно погружает нас в глубины собственной души и соединяет с бездной безграничного космоса. Наконец, преодолев внутренние преграды и достигнув центра гигантской пустоши, мы становимся свидетелями поразительного преображения. В самом центре бескрайней пустыни растекается озеро, словно жемчужина, утонувшая в песках. Его воды, прозрачные и сверкающие на солнце, как алмаз, знаменуют собой достижение осознанности. Озеро, наше внутреннее осознание, становится источником жизни для этой некогда мертвой земли. И в ответ на его питание пустыня начинает оживать, превращаясь в зеленую рощу. Зеленый цвет символизирует обновление, возрождение и новую жизнь, которая вытягивает свои юные побеги из каждой трещинки пересохшего грунта. Из глубин озера, из самого сердца нашего осознания вырастает огромное дерево,
Его ствол, укрепленный камнями, уходит в недра земли, а ветви тянутся к высокому и далекому небу, стремясь дотянуться до звезд. Осознанность напоила и взрастила семя нашего предназначения, и теперь оно возвышается над некогда пугающей и душащей нас пустыней. Это дерево Игдрасиль, древо жизни, символизирует нашу цель, которая заполняет собой все пространство внутри нас. Как ствол его, по древним скандинавским преданиям, удерживает на своих ветвях все мироздание, так и твоя цель становится источником твоей новой жизни, наполненной смыслом и значимостью. Его листва переливается зеленым, золотым и фиолетовым, словно аурой света и мистики. Эти цвета символизируют духовное просвещение и высокие идеалы, которые освещают наш путь сквозь темные ночи и заливают нашу жизнь светом надежды. Так что же такое осознанность? Мой дорогой зритель, осознанность – это состояние глубокого прозрения, когда душа чиста и ясна, словно небо в безоблачный день. Она подобна тихому озеру, где вода, гладкая и спокойная, отражает каждую тень и каждый луч света. В этом состоянии ты хранишь каждый момент, словно драгоценный камень в твоих руках, и видишь мир в его истинной красоте. Осознанность – это как тонкий луч света, проникающий сквозь пелену забвения и открывающий перед тобой тайны мира. В ней ты находишь спокойствие и мудрость, обретая возможность видеть истинную природу вещей. Ты становишься свидетелем жизни, словно поэт, творящий свои стихи из самых глубоких переживаний. Осознанность – это конечная точка мистического путешествия в самого себя, где каждый шаг открывает новые горизонты и пробуждает душу к своему истинному предназначению. В этом состоянии ты обретаешь связь с бесконечной мудростью Вселенной и становишься ее частью, словно звезда на небесах, сияющая своим светом. И вот, наполнив твой внутренний мир, животворящая осознанность тоненьким ручейком выделяет свои соки в мир внешний. Слезы тоски и безысходности, которые ты не так давно старался удержать в себе, исчезли безвозвратно. Твое лицо сияет свежестью и жизнью. Теперь ты носитель великой цели. Познав мир внутри себя, преобразить тот мир, что снаружи. Ощути же и поверь, что ты способен сам окрасить свою жизнь, и начни прикладывать усилия по выводу себя из застойного состояния. Я была твоим спутником этот небольшой отрезок времени, а дальше тебе потребуется самому продолжить этот путь. Но помни, что ты не одинок в своем стремлении. Существует множество ресурсов, людей и практик, которые могут поддержать тебя на этом пути. Если ты хотел бы продолжить наше общение, можешь поставить лайк этому видео, подписаться на канал и посетить Telegram по ссылке в описании. Эти шаги помогут и мне. И когда ты почувствуешь силу и уверенность в себе, помни, что ты можешь стать опорой и вдохновением для других. Так что продолжай двигаться вперед, открывая новые возможности и раскрывая свой потенциал. Пусть осознанность будет твоим проводником в этом мире, озаряя каждый твой шаг и наполняя сердце радостью и гармонией.